Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания гортензий. В этом видео я вам покажу способ укрытия крупнолистной гортензии на зиму, который я уже использую много лет, и этот способ достаточно надежный в моих условиях. Нахожусь я в Московской области. Крупнолистная гортензия под таким укрытием спокойно выдерживает кратковременные морозы примерно до минус 30 градусов. Если вы находитесь в более холодных регионах, где температуры опускаются на еще более низкие значения, ниже 30 градусов, и при этом в вашем регионе бывает зимой мало снега, то тогда, конечно, такое укрытие может вам не вполне подойти, и его надо будет усиливать. При этом еще очень важную роль играет, конечно, сорт крупнолистной гортензии, который вы выращиваете, потому что я думаю, вы знаете, что разные сорта гортензий крупнолистных имеют различную морозостойкость. Но вот мне повезло, у меня такие сорта я выращиваю, которые достаточно морозостойкие. Они хорошо выдерживают температуры вплоть до даже минус 20 градусов, повышенная зимостойкость, но все равно требует на зиму укрытия, потому что в нашем регионе, в Московской области, часто очень зимой бывают температуры и ниже 30. Ну вот в моих условиях обычно бывает минус 30, минус 32, но это в течение одной-двух максимум ночей. И если укрытие, которое я вам сегодня покажу, припорошено снегом, то гортензии не страшно даже такое похолодание. Главное, чтобы было на укрытии хотя бы 5 сантиметров снега. Под таким укрытием очень хорошо зимует. Но так как укрытие это воздушно-сухое, я вам еще покажу, что нужно обязательно применять средства от грызунов, потому что часто очень вредят грызуны. Мышки в основном селятся под такими укрытиями на зиму и, соответственно, могут погрызть и стебли гортензии и либо других растений, в том числе виноград, ежевику, также может повредить мыши под таким укрытием. Сейчас я изменю вид камеры и покажу вам, как я укрываю крупнолистную гортензию, и покажу, какие я применяю материалы. Укрывать крупнолистную гортензию, как правило, в зависимости от погоды, я начинаю в конце октября, в начале ноября. В это время у нас уже бывают первые небольшие ночные заморозки. Бывает даже выпадает снег, но он тает. И вот смотрите сейчас состояние гортензии. Видно, что вот листики прихвачены заморозками ночными. И, как видите, я ничего не обрезал. Оставлены соцветия. Я их буду удалять весной. При этом я буду проводить еще некоторую формирующую обрезку. Можно сказать, что осенью я вообще не трогаю крупнолистную гортензию. Вообще ее никак не обрезаю. Между кустами гортензии у меня еще растут розы. Их, кстати, укрывать, конечно, рановато, но мне придется их также прикрыть, потому что я буду укрывать таким тоннелем, и не могу я оставить розы без укрытия. То есть укрываться они будут вместе с гортензиями, хотя их можно было немножко подержать, розы еще укрывать рановато. Гортензии укрываем раньше. Каркас для укрытия я делаю из пластиковой арматуры, либо из стеклопластиковой, не знаю, как правильно ее называют. В общем, это гибкая арматура, которая позволяет создавать вот такие вот конструкции. Делаю дуги крест на крест. И вот смотрите, вот таким вот способом гортензии у меня растут в ряд. Я буду их укрывать. Если у меня какие-то вот веточки, смотрите, побеги немного выше, чем мое укрытие, а по высоте оно примерно около метра, то я просто вот так пригну побег. Вот таким образом, смотрите, ничего не обрезаю, и он будет укрыт. Можно провести в зиму обработку
фунгицидами. Если у вас вдруг гортензии либо розы болели, то это будет очень хорошим и полезным мероприятием для лучшей сохранности гортензий либо роз в зимний период. Еще обратите внимание, у меня гортензии замульчированы. Я снимал отдельный видеоролик, показывал, чем я мульчирую гортензии. Ну вот смотрите, это хвойный опад, а точнее сосновый опад. Набрал, и вот смотрите, я немного присыпал кусты. Во-первых, это создает хороший микроклимат для гортензий в зимний период. Также еще хвойный опад немножко подкисляет почву, а это очень важно для выращивания крупнолистных гортензий. Они любят подкисленную почву. Так что рекомендую вам вот еще и замульчировать, если у вас, конечно, есть возможность набрать хвою. Итак, уложил я укрытие на дуге. Это укрывной материал 60-й плотности, но при этом он у меня в 2 слоя. Если вы используете более толстый укрывной материал, допустим 120 единиц, более плотный, то тогда, соответственно, хватит 1 слоя. Вот таким укрытием, как я уже говорил, не первый год зимуют мои гортензии, зимуют благополучно, не выпривают, самое главное, потому что все-таки оно материал дышащий, хорошо сохраняются, в том числе так я укрываю и свои розы. Края укрывного материала я прижимаю к земле кирпичами. Также можно крепить его к дугам при помощи канцелярских прищепок. Если у вас сильные ветры на участке бывают, то тогда, конечно, еще желательно закрепить укрывной материал к дугам. Но в моем случае достаточно просто прижать по краям земле кирпичами, и таким образом укрытие хорошо держится, его не срывает ветром, и зимой этот материал припорашивает снег, он не сваливается с него, как, допустим, с полиэтиленовой пленки не скатывается, а лежит корочкой и таким образом создает дополнительное, я бы даже сказал, основное укрытие. Напоминаю также вам, хоть я об этом и говорил в начале видеоролика, что под таким укрытием очень любят селиться мышки. Они способны в зимний период повредить побеги гортензии, а также розы погрызть. Поэтому помните, что нужно обязательно положить какие-то средства, которые способны отпугнуть грызунов. Также следует отметить, что укрывать крупнолистную гортензию в зависимости от региона лучше, конечно, до наступления ночных заморозков ниже 5 градусов. При более низких температурах у многих сортов крупнолистных гортензий может произойти повреждение, обморожение цветочных почек. Поэтому будьте внимательны. Для каждого региона подбирайте соответствующие сроки. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего вам цветения.